Уважаемые дамы и господа, в большинстве случаев каждый человек хотел бы быть сильным, счастливым, успешным. Далеко не каждый понимает, что для этого необходимо и какую цену для этого нужно заплатить, да, чтобы прийти к этим целям. Поэтому наша задача в самом первом приближении рассмотреть, что необходимо для достижения этих целей и какова цена вопроса. Если человек что-то не может оценить, то он и не может принять соответствующие правильные решения. Все, о чем мы будем говорить, мы разобьем на две части. Первое небольшое занятие — это путь к силе и к успеху. Второе — путь к счастью. В основе понимания силы и успеха лежит такая система координат, которую, кроме нас, мало кто использует. Это уровни развития человека. Это результат, в данном случае, наших исследований. И что очень важно, то, что между внутренними показателями, силой которой обладает человек, и его внешними достижениями, его успехом, лежит, как правило, однозначная связь. И в первом приближении нам эти вопросы необходимо определить. В данном случае вот эта вертикальная шкала — это уровни, по крайней мере, начальные. Дальше основные показатели, итоговые, и основные результаты относительно успеху. Итак, очень кратко. Нулевой уровень, самый неинтересный, самый печальный — это люди падшие, те, которые стремительно катятся вниз. Алкоголики, наркоманы или те, кто не хочет ничего делать, не хочет работать и никаким значимым целям не идет. Лень его постепенно съедает. Здесь, разумеется, не успех, а полная катастрофа. Первый уровень в виде образа, чтобы было проще представить, это человек, который работает руками, рабочий, крестьянин. Каковы требования к его личности? Очень простые. Сделай то, что обещал, за что тебе платят. И основные навыки, которыми владеет этот человек, это выполнять какую-либо физическую работу. Этика, манеры — это не о нем. Хорошо, если более-менее не хамит. О красоте, изысканности говорить не приходится. Его успех — это средняя, более-менее зарплата. Образ жизни соответствующий. Поработал, немного отдохнул. Второй уровень. В ряде случаев можно говорить, что это начальный успех. Какой образ этого человека и, соответственно, чтобы находиться на этом уровне, каким требованиям необходимо удовлетворять. Хотя есть смысл изначально говорится, что уровень, здесь очень много промежуточных шагов, очень много. В ряде случаев это и на десятки лет, чтобы человек мог их освоить. Кто-то уже их освоил. Второй уровень — это или бизнесмен, человек, который заключает договора, или такой достаточно высокого класса специалист, скажем, программист или человек творческих каких-либо профессий. Требования к нему, чтобы он мог себя реализовать в этой сфере. О профессиональных качествах мы не говорим, и навыках — это отдельная тема. С точки зрения личности, если бизнесмен, но он должен производить хорошее впечатление. Это человек, который классно держится, классно выглядит, понимает, что такое этика, понимает, как разговаривать с другими людьми. Он не позволяет, чтобы его эмоции разрушали переговорный процесс, разрушали связи. Он старается быть позитивным, располагать, обаять, и он это умеет делать. Если человек профессионал, специалист какой-либо классный, ему тоже нужна хорошая работа. И в любом коллективе человек ценится не только за то, что он делает, но и то ли он усиливает атмосферу, то ли он ее разрушает. Те, кто разрушает атмосферу, с такими людьми прощаются. В конечном итоге требования к нему
внешняя форма в идеале у него должна быть безупречной. Поэтому внешний вид, следи за своим телом, будь подтянут, бодр, держи марку, улыбайся. И все, что касается внешней формы, взаимодействия с окружающим миром, у него находится на высоком уровне. В зависимости от мастерства и квалификации это более или менее высокий уровень тех или иных достижений. Но это в любом случае начальный уровень успеха, скажем, руководитель и небольшая фирмочка, несколько подчиненных. Третий уровень развития человека и следующий уровень успеха. Это человек на порядок сильнее того, кто находится ниже. Если на втором уровне, неважно, что тебе там на душе, предположим, кошки скребут и плакать хочется, ты, пожалуйста, вставай, иди, делай, да, и договаривайся, и будь корректен, и улыбайся. Принципиальное отличие человека на третьем уровне, он решает как раз вот эту задачу, а как сделать, чтобы внутри ничего не плакало и не болело. То есть это человек, который получает власть над внутренним миром, и его задача — все слабости, переживания, страдания, «не могу», «не хочу», и все другие вот эти вот эмоциональные реакции он убирает. Результат — объем и качество вложенных усилий. Если есть приз, его никто не остановит. Вперед! Его никто не остановит. И он сам себя не останавливает. Если есть цель, то энергия только закипает. Проиграл, щечки розовеют сильнее, энергии нужно больше для того, чтобы реабилитироваться. А у кого шансов нет на успех, тот теряет присутствие духа и падает. Все дальше и дальше. Человек, который свой внутренний мир сделал своим союзником, убрал все, что мешает, сформировал максимальную силу, бесстрашие, радость как источник энергии, позитивные отношения, множество различных свойств, которые дают ему море энергии. Этот человек на порядок сильнее, быстрее, он обладает большим влиянием, и его уровень достижений на порядке выше, чем на втором уровне. Если двигаться дальше, то все это движение идет по росту и знаний, убеждений, которые дают человеку силу и возможности, и по личным качествам, и по стремлениям, и по вере, и по влиянию абсолютно по всем составляющим личности. Это рост, рост, рост. И как итог, примерно на 4-м уровне, 1 из 1000 миллионер. Если двигаться выше, то это влияние на большие территории, в конечном итоге регионы, страны. Или если это уровень мессии, где-то там далеко, 7-й, 8-й, то человек входит в историю. И то, что он делает, остается десятки, сотни, иногда и тысячи лет, продолжает жить и влияет на происходящие события. Наши основные программы и тренинги личностного роста, они находятся многие примерно вот в этой сфере. Человек, который, как правило, какое-то образование имеет, высшее, предположим, и стремится к большему, он старается понять, а что же ему мешает сделать следующий шаг. Он ищет вот эти возможности. Поэтому многие тренинги наши в том числе решают задачи, как выстроить внешнюю форму по всем составляющим, и следующий шаг, как решить все внутренние проблемы, чтобы не было ограничителей, а была только огромная сила, радость, воодушевление, ведущие человека вперед. Какова цена вопроса? Если спросить, кто такие люди, примеры, скажем, в истории это аристократия, рыцари, половину своей жизни, половину системы образования, это была фактически система воспитания. 10 лет, 12, 15, 20 иногда, половину учебного времени. Это как не переживать, не страдать, как быть сильным, обладателем изысканных манер, огромная вера, абсолютное бесстрашие и многие другие качества. Это нужно формировать целенаправленно. Человек для достижения этих целей ранее целенаправленно вкладывал большие усилия. А каждый для себя уже постарается ответить, я надеюсь. Чтобы быть сильным человеком из
Вот если проверить свою жизнь, что можешь, что не можешь. Многое человек не может изменить. Боится, не понимает как, нет сил. Да, вот чтобы перейти к состоянию силы, и так, чтобы эта сила, влияние, вот они постоянно росли, да, вот, что человек ради этого готов сделать? Собственно, цена — это что? Сколько человек готов вложить усилий, сколько он готов потратить времени и своих средств. По данной схеме, собственно, задание. Попробуйте в первом приближении оценить, вы находитесь где, и по достижениям, и по внутренним показателям, и на какой уровень претендуете, что для этого нужно сделать, какую цену готовы заплатить. Спасибо.